Всем привет! Сегодня хочу похвастаться. В общем, пришла мне пряжка от мастерской Клямра. Кто не знает, это украинский производитель очень качественной латунной фурнитуры. Даже, наверное, вернее сказать, латунных аксессуаров, потому что у них очень большой ассортимент изделий из латуни. Но меня заинтересовали именно пряжки, которые они делают. Я им написал, и для сегодняшнего обзора они прислали мне одну из своих пряжек. Пришла она вот такой вот коробке картонной. Сверху на коробке их логотип и адрес сайта, на котором можно ознакомиться со всем ассортиментом изделий, которые они представляют. Также ссылку я укажу под видео. В общем, открываем. Здесь в коробке, собственно, пряжка и вот кусочек, похожий на фетр, но я могу ошибаться. В общем, я так понимаю, это для того, чтобы натирать вот именно саму пряжку. Что в первую очередь привлекло мое внимание именно в работе этой мастерской, это то, что все их изделия полностью ручная работа. Хотя изделия достаточно сложные, но они сделаны на очень высоком качественном уровне. То есть эта мастерская, она объединяет, можно сказать, вековые традиции литья латуни и совмещает их с современными возможностями 3D моделирования. То есть каждая пряжка, она предварительно отрисовываются, ну не только пряжка, но я сегодня именно о пряжке расскажу. То есть они отрисовывают, делают эскизы, это все потом компонуют уже в рисунок готового изделия, создают 3D модель и уже по 3D модели создают формы и начинают отливать. Дальше это все после отливки шлифуется все руками, проходит определенную обработку, в конце наносится патина, шлифуется, и вот мы уже видим как бы конечный результат одной из таких вот работ. Чем особенны эти пряжки? То есть эта мастерская, она не делает таких классических каких-то вариантов, то есть все их изделия, они более сюжетные. Вот как можно здесь видеть, то есть это такая патриотическая пряжка. У них есть различные сюжеты там для охотников, рыбаков. Хотя на изделии очень много мелких элементов, таких достаточно сложных, но все просматривается, нету никаких дефектов. Работа выполнена, насколько это возможно, идеально. Что еще интересного в этих пряжках, это то, что с обратной стороны на некоторых из них как бы продолжается сюжетная линия. Вот, то есть они не просто здесь там плоские, зашлифованы, то есть здесь тоже есть изображение, есть определенная стилизация, вот их лого. То есть эти пряжки, они продуманы от и до. Пряжку приятно держать в руках. Я ее взвесил, в ней где-то 88 грамм, то есть она такая тяжеленькая. Подобное качество очень сложно встретить на рынке фурнитуры. Своей завершенности изделия из латуни они достигнут уже через какое-то время эксплуатации, через какое-то время использования, когда вот эта патина на латуни, сам металл, они начнут в каких-то местах там протираться. То есть появится более такой сильный эффект состаренности. Не буду утверждать, но думаю, вот создатели бренда, они смогут помочь именно в реализации каких-то своих задумок. Вот если у вас есть потребность в создании своих каких-то пряжек, именно брендированных, думаю, эта мастерская сможет реализовать их уже вот в таком латунном виде.
В ассортименте мастерской есть классические, более классические варианты пряжек, то есть на игле, да, и вот как сегодня рассматриваем, бляхи. То есть здесь такая вот небольшая иголочка, выступ, которым уже мы цепляем за ременную полосу, в которой проделано отверстие. Сама ременная полоса, она крепится вот за эту рамку. Но что меня немножко удивило, и в принципе я догадываюсь, почему так сделано. В общем, у них есть еще готовые изделия, то есть можно приобрести уже готовый ремень с такой пряжкой. Но если пряжки у них сделаны на очень высоком качественном уровне, то ременные полосы, которые они используют в своих ремнях, ну, меня не впечатлили, потому что, скорее всего, используются просто нарезанные полосы из какого-то краста, вот они не обработаны, и вот такой ремень я бы себе не приобрел. В продолжении видео соберу ремень, сделаю ременную полосу к нему, именно так, как я обычно это делаю, из качественной итальянской кожи с обработкой. И вот, собственно, что получилось у меня. Значит, такой ремешок. Вкратце о его характеристиках. Кожа итальянская, растительное дубление. Толщина кожи 3,5 мм. Кожа такая плотная, жесткая. Изнанка была изначально уже обработана, заполирована, поэтому с изнанкой ничего не делал. Обработал торцы, заполировал и закрасил их краской. То есть это их на долгое время убережет от повреждений. Лицевая поверхность кожи гладкая, без дефектов. Пытался нанести восковую пропитку, то есть не хотелось мне здесь искусственного такого покрытия, хотелось оставить натуральность. Нанес восковую пропитку, оставил, не знаю, часов на 10, наверное. Вот. Но кожа уже получается с покрытием, она ее не впитала, поэтому какую-то часть я стер, и получилось вот такое вот интересное матовое покрытие. Прошил ремень. Здесь, где пряжку вшивал, сделал 2 шва небольших. Прошивка сидельным швом. Нить 0,55 мм. Круглая. Вот. И здесь еще хотел поставить, у меня есть там несколько латунных хольнитенов, но они не подошли по цвету, потому что они более похожи таким на золото. Поэтому поставил 2 обычных хольнитена цвета антик. И лучше как бы сочетаются именно с пряжкой по цвету, подходят. Сделал как бы такую небольшую ошибку, даже не ошибку, упущение, а вот тренчик сделал такой выносной, то есть чтобы он мог двигаться по ременной полосе, но так как ремень сделан по размеру заказчика, то есть его кончик будет выглядывать сюда вот, ну, не знаю, там сантиметров на 15, поэтому вот этот тренчик передвижной, он не нужен, и пришлось его как бы немножко расширить, чтобы через него могло пройти 3 толщины этой ременной полосы. Он будет стоять здесь, в начале ремня, и когда будет защелкиваться пряжка, то есть кончик вот здесь будет в него входить там в начале, именно в самом начале, потому что дальше он уже как бы не нужен. Еще изначально сделал отверстие 3-миллиметровое, но пряжка сложно защелкивалась, поэтому пришлось эти отверстия расширить до 4 мм. Касательно самой пряжки и мастерской клямра, могу с уверенностью рекомендовать. Работа выполняется на очень высоком профессиональном уровне. Качество отменное, даже придраться не к чему. Поэтому заказывайте, делайте такие вот оригинальные эксклюзивные вещи ручной работы.
уверен, любой заказчик останется доволен, вот, приобретая у вас подобные изделия. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.